Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу для вас посмотреть расклад на тему, что бы он хотел вам сказать сегодня, да? Давайте посмотрим на Ленорман и на Кипер. Вначале я на Ленорман возьму. И мне понадобится он сам. Что у него сейчас? Вы тут первые вышли, да, и вы думаете о новом обществе, но мы спросим у него. Так, у него какие-то конфликты или недопонимания в доме, может быть, вы поссорились, может быть, он что-то хотел бы прояснить с кем-то, да, но у него конфликтное состояние есть. Ну что ж, а мы у него спросим, что бы он хотел именно вам сказать сегодня. Я возьму, разложу карты, да, а потом мы посмотрим. Если что-то не видно в раскладе, карты большие, я буду рассказывать. Решила эти карты сегодня взять. Если захочу, еще возьму потом какие-нибудь добавочки, но мы посмотрим вот эти карты. Ну, у него какие-то проблемы, связанные с финансами, да, может быть, траты какие-то. Что он хотел бы вам сказать, что то, что между вами молчание, то, что нет между вами каких-то разговоров, его больно ранит. Вот на самом деле как бы такой момент есть. И он бы хотел убрать эту ситуацию, он хотел бы с вами помириться, хотел бы, может быть, получить от вас письмо или сам написать, но что-то ему мешает, ну и, возможно, финансовая составляющая, то есть то, что у него сейчас, он не такой, как был, например, прежде. Вот, ну, как-то вот таким образом. Ну, мы дальше будем смотреть, да, и посмотрим его скрытые мотивы. Ну, вот он скрывает тяжесть. Здесь расклад, что он скрывает то, что без вас ему очень тяжело, без любимой женщины ему очень тяжело. Но есть горы даже для того, препятствия, даже для того, чтобы что-то написать, каким-то образом с вами связаться, да, есть препятствия, и он бы вот это вам тоже хотел сказать. Он просто скрывает это. Он, конечно, надеется, что рано или поздно эти препятствия какие-то уйдут. Но, тем не менее, вот пока ему достаточно тяжело. Здесь негативные карты выходят. Давайте посмотрим, о чем он мечтает. Да, и здесь мечты выходят. А он мечтает, ну, может быть, о том, чтобы вот застой какой-то ушел, да. Может, он от чего-то хочет оторваться, но у него не получается, его что-то беспокоит. Может быть, то, чем он занимается, его вот эта вот работа тяжелая, да, может, он король треф, да, то есть король, который занимается какими-то такими делами трефовыми. Ну, это как бы могут быть проходить и юридические какие-то такие люди, физической формы, ну вот такого плана, да, марсовой энергетики. И Марс это, вы понимаете, что это такое, какая-то планета, да, красная планета огня, вот. Острых ситуаций, может быть, у него работа такая, с чем-то таким связана. И вот хотел бы он, ну, как бы, чтобы
отдалиться вот от всех вот этих вещей, которые у него есть сейчас, от такой работы, от таких обстоятельств. Как-то он хочет вот, ну, все бросить и уйти куда-то, да, побыть, может быть, наедине с собой даже, помечтать, да, ну и он мечтает об этом, вот его мечты о том, что отдалиться от чего-то, от тяжести, может быть, у него есть тяжелые какие-то отношения с кем-то, вот от этого тоже. Может, он и отдаляется, может, у него вредные привычки, да, он может таким образом себя каким-то, ну, как-то переключается. Ну, такой мужчина пришел. Ну что ж, давайте посмотрим следующее, что у него на сердце. На сердце тоже все непросто. Здесь может быть две женщины, две дамы выходят, да, две дамы. Одна, которая ему ближе, другая, которая, ну, может быть, финансово как-то от нее зависит, да, таким образом. Но ему надо что-то, он переживает, ему нужно что-то решать, вот карта развилки, а он решить не может, он не решить не может. Он, может быть, вот при Луне разговаривать со своей любимой женщиной, ну и все. А так, так просто мучается, не решает ничего и находится в своей энергетике негативной на самом деле. А поговорить он не может почему-то со своим любимым человеком, да? Почему-то не может. Вот. Очень странно. Ну ладно, давайте посмотрим, что он вообще делать-то собирается. Собирается ли вообще что-то делать? Сколько у него женщин вокруг него вьется, это да. Ну, он хочет перемен в своей жизни, он будет идти, знаете, к страсти, может быть, да. Может быть, конечно, здесь есть у него еще какая-то женщина, и он это, ну, как бы не то, что не скрывает, но вот есть и есть, да, есть и есть она. И он будет идти к переменам. Кстати, с этой женщиной могут быть у него долгие отношения. Ну вот каким он переменам будет идти, я хочу посмотреть. У одних это может быть, если нет такой женщины, то это он будет идти к свиданию, к страсти, к любви с вами. А у некоторых, если вот с женщиной какое-то у него длительное отношение, он хочет перемены. Я хочу посмотреть, что, каким переменам он идет. Да, переменам в семье. Здесь, конечно, завязано на материальном очень многое. Так, ну что, вы тут выходите, возможно, он захочет начать свою жизнь новую, да, и пойдет к близкому своему человеку, которому его тянет ну, его душа, к которому его тянет. Здесь я вижу, что вы на самом деле для него вот такой человек, близкий, родственный по духу человек. Да, даже как близнецовое пламя, ну, может, даже кармические отношения, как вот я уже здесь говорила, да. Но вы пока не смотрите в его сторону. Между вами, возможно, нет сейчас отношений, или вы на расстоянии, или на отдалении, или в ссоре, да. У кого как проиграется, но то, что вы не смотрите в его сторону, это точно. И он прекрасно понимает, что просто так к вам, ну, как говорится, не подобраться. Может быть, вы ему поставили какое-то условие, да? Ну, я хочу посмотреть все-таки, куда вы-то смотрите. Ой, вы на одиночество смотрите карту. Ага, ну вот. Вас ждут перемены.
перемены, связанные с вашим одиночеством, с состоянием вашего одиночества. У вас выглянет солнце. Может быть, это не прямо сейчас, это будет попозже, но оно обязательно выглянет. Вот такой расклад. Давайте посмотрим на Кипер-колоде и спросим у карт, что бы он хотел вам сказать сегодня. И я возьму, как всегда, преддиагностику. И поищем главного сигнификатора здесь в колоде. Что он нам расскажет? Вот он. Он, может быть, работает много работает. А также, может, он ищет работу где-то, да, как бы в другом городе, в другой стране, где-то за другими горизонтами, да, там, нигде вот он есть. Давайте я разложу расклад, чтобы он хотел вам сегодня сказать. Если понадобится, я возьму еще карты. Ну что ж, давайте начинать. Ух, смотрите, он переживает о потерянных отношениях, возможно, с вами, да, он хотел бы вам сказать, что он потерял отношения какие-то, а может, он переживает из-за тех отношений также, которые у него сейчас есть, и из-за отдаления между вами, да, горизонта, дистанция между вами. Ну что ж, вот такой вот момент идет здесь, да, что потери у него какие-то. Он просто в отчаянном даже положении, не знает, что делать. Ну, не очень у него хорошо сейчас на душе. Здесь карты говорят о том, что прячет он ограничения какие-то, связанные с финансовыми делами, и связано это с какой-то женщиной. Кто эта женщина, вам видней, каждому из вас. Это может быть родственница, это может быть какая-то женщина, любая другая. И она ограничивает его в каких-то финансах, да? Ну, или что-то связано с этими делами, именно с деньгами, с денежными. Или же она ограничивает радость его, счастье его. То есть, вот видите, он переживает о потерянных отношениях. И, возможно, потеря была из-за какой-то женщины в ваших отношениях. А на сердце он ожидает каких-то изменений в своей жизни, что, может быть, получит деньги какие-то от недвижимости, или как-то сможет заработать каких-то денег, да, ну, связанные с родственниками, родственный бизнес вполне это может быть. У него сейчас на душе именно такое состояние зарабатывания денег. Это может быть связано с близкими родственниками или, ну, как говорится, от продажи недвижимости. Вот такой момент. О чем он мечтает? Ну, здесь как-то связано, может быть, с деньгами или с документами. И он как бы, может быть, хочет, чтобы у обманщиков, негативщиков или вообще таких людей не очень хороших, да, чтобы у них ничего хорошего не получилось из того, что они, возможно, ему где-то вредят. Он думает о том, может быть, даже сам где-то хочет обхитрить кого-то, чтобы изменить свою ситуацию либо с деньгами, либо с работой, либо, ну, у каждого свое,
хочет, чтобы вот как раз ничего не получилось у тех лиц, которые ему вредят. И вашим отношениям тоже. Ну что ж, он будет работать. Да, я вижу, что человек такой, который будет работать, не сидеть сложа руки. Он знает, куда ему идти. Я возьму дополнительные карты, посмотреть, в каком направлении он собирается идти. Пока его что-то ограничивает, конечно, возможно, ситуация в обществе или связанная с какими-то, ну, такими вот, да, military person, это военные люди, может быть, с какими-то ограничениями, военные, юридические, да, вот такого плана. Все-таки эта карта достаточно, ну, колода несовременная, но тем не менее мы видим, что и сейчас такие моменты могут быть. И он будет работать над тем, чтобы тяжелая полоса у него ушла, и, наконец, появился свет. Он верит, это очень хорошо. Он будет верить, он будет идти к тому, чтобы быть счастливым. Ну, любой человек, наверное, посидев немножко в негативе, понимает, я зашел куда-то не туда, надо идти к свету, да? Где-то я что-то не то сделал. Ну что ж, давайте посмотрим, к какому свету он, к чему хочет идти. Так, ну да, вот он хочет убрать те обстоятельства тяжелые, которые в его жизни есть, и идти к переменам. Да, может быть, к поездке какой-то. Верандурунг. И поездка, да, вот здесь, видите, две карты поездки. Он хочет перемен, он хочет поездки какой-то. Возможно, это принесет ему деньги, может, он хочет встретиться с каким-то богатым мужчиной, да, может быть, благодаря этой поездке он станет каким-то таким богатым человеком. Но, тем не менее, он будет что-то делать. Он хотел бы вам сказать. Вы, конечно, здесь пока в раскладе не вышли. Я могу сказать, что вот это вы, тоже могу сказать. Но в любом случае, если это вы, то какое-то время вы были на разных берегах, да, вот так вот скажем. И здесь ограничения между вами, вашему счастью, способствовали, возможно, какие-то третьи лица. Да, это вполне можете быть. Вы, ну, чтобы, ну, достаточно долгое время вы, я могу сказать, были на расстоянии друг от друга, да, вот так. Ну что ж, я вижу, что человек будет меняться, будет что-то делать, и к чему это все приведет, я спрошу карты. К чему-то светлому однозначно. Какая-то женщина, может быть, тут с какой-то женщиной у него могут быть какие-то дела судебные. Ну, в любом случае, карта высокой доблести говорит, что справедливость восторжествует и будет радость в обществе, какой-то праздник в обществе. Вот таким вот образом. Ставьте лайки, приходите на мой канал еще, подписывайтесь, пишите комментарии. И всего вам доброго, до новых встреч, до свидания.